Сегодня у меня в гостях Лиза. Сегодня мы Лизу поправим, поладим, полюбим. Я тебя держу, Лиз, не бойся. Видишь, я тебя и тут держу, и тут. Да. Я так стучу, ты так, хоп, так, хоп, рот приоткрой, хоп, 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 хоп. Вот, опять начинаем тянуть шею. Зубы сейчас расслабь, да, челюсть расслабь, да, не сковывай. И опять потянуть вверх. Расслабляйся, расслабляйся. Через силу ничего тянуть нельзя. Движения очень мягкие, спокойные, плавные. Вот в эту сторону больше был перекос. Так, сейчас мы руки сделаем за шею в замок. Замок. Угу. И за шею. Головку вперед чуть-чуть. Сейчас потянем шейный позвоночки, седьмой большой, иммунный, и грудные первые. Давай делаем вдох. Угу. И выдох, выдыхай. Все, до конца выдыхай. Выдыхай, выдыхай. Выдыхай. Вот так. Вот, все на место встало. Держи, ручки держи. Шею вниз наклоняем. Угу. Еще вниз. Давай глубокий вдох и выдох. Угу. Вот так вот. Угу. Угу. Вдох глубокий, голова назад сейчас пойдет. Угу. И выдох. Выдыхай. Выдыхай, Лиса, выдыхай. Еще. Выдыхай. 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 Еще. Молодец. Опять немножечко потянем шею. Поддоведем. Угу. И зубы расслабляй. Угу. Расслабляй шею, расслабляй. Да. Вот, молодец. Угу. Так, есть. Ну вот, практически сейчас уже по всем параметрам, по вертикальному и по горизонтальному, шея у нас на месте. Сейчас будешь делать вдох и выдох, голова пойдет назад. Давай, поехали. Выдыхай, выдыхай, еще.
Еще. Вот здесь все как бы в порядке. На локте? Нет, ну на кулаки или на руки. Да, лучше на кулаки. Ну, так вот прям вот кулаки сделаю так, чтобы все фаланги были согнуты. Да, вот так, да. Вот так. Лиз, смотри, вот так все фаланги, да. Да, сильно тут прям лежит. Аккуратненько сейчас, да, аккуратненько. Сначала одной ножкой, вот так тихонечко, да. Ага. Прям вставать? Подожди, сейчас давай поближе, наверное, сделаем. Вот так. Ну, пятку ты сейчас поставь сюда, да. Вес сейчас сюда на руки, да. И вторую. Вот. Все. И дыши. Попробуй сейчас поочередно одну ногу поднимать, пятку опускать. Да это как так? Ну вот так, приподними пяточку чуть-чуть, да, опусти. Да, вот, опусти, вот, молодец. Теперь следующую, давай, приподними, опусти. И эмоции давай. Орать хочется. Так, ну кричи, эмоции надо ж. Вот. Хорошо. Слезаем. Теперь попробуем туда пятки опустить. Сюда носки теперь ставь. Угу. Да. По одной ноге. Не торопись. Ну, сюда руками, да. Сюда. Вот вес тяжести сейчас мы в руки. Видите, мы перетрансформировали. Сразу на гвозди человека поставить, сложно. Вот. А вот туда чуть-чуть сдвинуть его. Угу. Вот. Дави. Но пятки это не так неприятно, как... Угу. А теперь попробуем чуть-чуть сдвинуться еще назад. Да, вот на середину. Наша ступня, она делится на тоже тело. Вот эта часть, это находится вот здесь. Середина – это все наши внутренние органы. А пятки – это самый нижний фундамент. Желание «я хочу» вот здесь находится. Поэтому, когда женщина ходит на каблуках, вот, она практически, видите, уничтожает вот этот центр, канал сердца. И она оторвана от мира своим фундаментом, своим желанием «я хочу». Вот. Так, Лиза, как? Нормально? Ну так. Как ты думаешь, если я тебя сейчас сзади возьму, прям вот так вот крепко возьму и туда вот вверх вытяну, ты сейчас руки оттянешь, сможем мы с тобой постоять? Но я тебя буду прям держать, не бойся. Боюсь. Боишься. Так, давай сделаем по-другому. Спускайся сейчас с гвоздей. Спускайся. Угу. Вот так вот. Походи чуть-чуть. Походи. Готова? Смотришь вон туда, на природу. Готова? Поехали. Тихонечко. Становись. Встала? Начинай дышать. Руки в сторону теперь делай. Поднимай руки в сторону. Давай, дыши. Дыши. Давай, готова? Угу. Поехали. Ты так подсматривай, я просто не вижу, где там, да? Готова? Угу. Дышим. Лиза, дышим. Дышу. Дышим, поднимаем руки в сторону, дышим, Лиза, дышим. Лиза стоит сама.
Говори, что чувствуешь. Ну, не так больно, как на передней части. Передняя часть. А передняя часть у нас связана вот с этим. Ну, поехали. На серединку стопы. Серединку. Угу. Встала? Угу. Все, дышим. Лиза, дышим четко в ритм. Дышим, дышим, дышим четко в ритм. Лиза, я тебя пока держу. Дышим, 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 дышим. Я не слышу, что ты говоришь. Не отпускайте! Не отпускаю тебя ни за что, не отпускаю. Дышим, поднимаем руки. Дышим, дышим, дышим. Лиза, дышим. Глаза пошире открой. Открой глаза пошире. Лиза, дышим. Молодец. Молодец. Что, Лизонька, ты сейчас чувствуешь? Боль. Еще. Говори еще. Еще говори. Боль. Больно. Еще. Больше ничего. Дышились. А теперь попробуй туда не смотреть, а вот смотри на природу. Туда, не смотри на гвозди. Дыши. Глаза пошире. Молодец. Молодец. Ну как? Может, давайте попробовать? Так давай. О, это не я предложил. Это хозяин тела. Молодец. Видите, нога уже приподнята. Молодец. Молодец, аккуратненько, аккуратненько. Молодец. Дыши. Дыши. Молодец. Молодец. Давай. Сначала кулаки ставь. Угу. И дыхание. Здесь начинаем в солнечном сплетении дышать. Сначала начинаем дышать, потом начинаем ходить. Давай, Элиза. У тебя получится. Ты же молодец. Молодец, пошла. Пошла, пошла, пошла. Молодец, молодец. И назад, назад. Давай, 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 дыши. Молодец. Ну вот, что и следовало доказать. Я молодец. Она молодец, если что. Лиза молодец. Подняли, хоп, резко сделали. Я поднимаю вверх. О, слышали? Опять вошло. Хоп. Лиз, терпимо? Угу. Вот. Особенно для женского здоровья это очень важно. Девочки, которые еще не рожали, их подготовить вот к этому, чтобы чемер у них был приподнят от костей. Вот. Дыши, Лиз, дыши. Дышу, дышу. Дыши, дыши, милая.
И что я опять постучал, что вот эта боль, она распространилась сразу, да, в стороны. Это вот называется правка тазом. Не сделать ни руками, ни ногами, как сделает таз. Но под 45 градусов. Всегда я тяну назад. Что чувствую? Ну, именно чувствую. А что, как по-другому сказать? Конечно. Что ты чувствуешь? Что в ягодицах напряжение снимается чуть-чуть. Рот держи открытый. Вот слышала, еще один диск зашел. Вот. А слышала? 3 зашло. 4. Вот. Рот держи открытый. Да. Вот практически сейчас мы разблокируем полностью солнечное сплетение. С манипуры идем на анахату. Рот открытый, да, Лиз? Лиз, эмоции. Да, все-таки это чувствительно, да. Ужас, как чувствительно. Да, ужас, вот, ну наконец-то ты хоть правду сказал. На самом деле это не так и сказочно, да? Да. Но потом, Лизонька, потом. Вот. Также хорошо тазом править шею и челюсть. Вот, объем таза он гораздо больше. И вот сейчас мы это и будем делать. Правда, мы уже сегодня хорошо позанимались шеей. Выдыхай, рот открывай, Лиз. Ага. Выдыхай. Выдыхай. Молодец. Выдыхай. Выдыхай. Угу. Выдыхай. Зубы растиснуты. Выдыхай. 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 Вот и дотянуть. Рот открывай. Все. На выдохе пошли. Выдох. Я оттаскиваю плечи назад. Угу. На выдохе. Выдыхай. Угу. Выдыхай. 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 Выдох. Выдох. Угу. Выдох. Молодец, молодец. И вот под 45 градусов я туда давлю. Вот туда додавил под 45 градусов, потом вниз давлю и в другую сторону. Но это только вот профессионалы могут, честно говорю. Самодеятельностью не занимайтесь. Может печально закончиться. Но если вот это вот вы освоите, это вот лучшего массажа и быстрее массажа проработать спину и шею, и внутренние органы, и вставить диски, вы не найдете. Естественно, если у человека только не сколиоз. Если позвоночник сколиозный, это тоже делать нельзя. Вот. Дышим, дышим, дышим. Какие ощущения, Лиз? Не знаю. Не знает, потому что, конечно, она не сижу, она не знает, ты что, пока ничего. Вот. Вот солнечное сплетение дошли. А сейчас ощущения какие, Лиз? Ну вот, видите как, за один сеанс уже тело задышало. Ну, сеанс долгий, да? 2 часа. Вот.
топик. Вот. Другую сторону. Очень важно загибать пальчики, чтобы они и туда работали, и сюда работали. Желание я хочу здесь у нас в пятке. Вот и точку жизни включим Джусан Ли. Вот, так что теперь с мамой будет все хорошо. Ротик приоткрой. Вот это так правильно. Ахилл и таз. Я сейчас давлю на ахилл, на пятки. И оттаскиваю назад. Лиз, попробуй сейчас голову прямо сделать. Угу. И тяни подбородком туда. Да, тянись подбородком, да. Тянись, тянись, тянись. Тянись. Вытаскивай иммунную систему. Угу. Вот, вытаскивай. Теперь носки на себя натягивай. На себя. Да, да. Еще. Тянись. 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 Ой. Тянись. Молодец. Все. Коленочки сгибай. Тихонечко сгибай коленочки. Сгибай, сгибай, сгибай. Сгибай, сгибай. Сгибай. Сгибай, сгибай. Чего ты улыбаешься? Как правится коленка? Ну вот если сустав уже вот так болтается, голеностопный, то это очень хорошо. Иногда сустав не болтается. Ну, Лиза молодая у нас, что там. Вот это еще очень хорошо. Я подставляю под коленную суставу руку прям плотненько туда. И тихонечко, вот такими манипуляциями, спокойно, руку тяну вниз, ногу тяну к ягодицам. Так правится коленный сустав. На выдохе. Потом мы берем заколенную чашечку. Вот я ее так плотно поднимаю. И вот так вот эту коленную чашечку сдвигаю в стороне. Хороший показатель, когда у нас нога, пятка касается ягодицы. Обычно самое сложное место не растянуто у человека. Это сочленение передней поверхности бедра, вот эта вот мышца. Вот и у Лизы тоже мы смотрим, если мы начинаем ногу тихонечко вести к ягодицам, вот эта часть, видите, она непроизвольно начинает подниматься. И здесь начинается натяжка. Лиз, чувствуешь, вот тут вот натяжка мышцы начинается? Вот. Поэтому есть в йоге специальные упражнения, когда нужно работать на переднюю поверхность бедра. Это очень важная поверхность бедра. Здесь я оттягиваю вниз, а здесь прижимаю к ягодице. И вот такой пульпацией периодически я отпускаю. Здесь я пульпирую пальцами.
вот эту вот жесткую мышцу, чтобы ее чуть-чуть подотпустить. Под 90 градусов, и она вот так вот у нас сейчас ляжет. Ну вот она легла. Вот это такой хороший показатель из мануальной терапии. Резко отпускать нельзя. Мы вот такими короткими движениями вот так вот ведем. И пойдем теперь в другую сторону. Вот сюда на колено. Сейчас я беру коленный сустав, вот так вот чашечку. И вот так я тоже стряхиваю. Все, объединяем теперь две ножки. Вот если все у нас болтается, это очень хорошо. Накатываю. Здесь ягодицы я толкаю на себя. Говорят, это уж совсем, если болит спина, нужно вот так вот взять пальцы, приподнять и вот так вот резко дернуть. Слышала, Лиз? Вот. Это значит, что у нас там сейчас прилипло все нашим костям. Значит, энергетика этого места работала не на 100%. Я чуть-чуть приподнял ноги свои, да? И вот так вот поднял их наверх. Тоже чуть-чуть я как бы отдыхаю. Но тем не менее, контакт у меня с массируемым остался. Вот. Тут я поменял угол наклона. Плавно иду дальше. Уже теперь я спустился на почки, там, где я работал. Да, центр ягодиц моих четко идет в канал позвоночника. Лиз, какие ощущения? И больно, и приятно. Вот, и больно, и приятно одновременно. Вот, раз по 50, по 60 по одному месту. Вот, тем самым мы включаем в работу наш центральный канал, и он включает уже каналы, которые рядом находятся, Ида и Пингала, которые связаны у нас с Луной, с левой ноздрёй, и с правой ноздрёй с Солнцем. Боковиночки теперь вправляем. Ну, как сюда. Значит, был где-то перегруз на какую-то одну из сторон. Мы во сне спим, поэтому сжимаемся, и тело опять входит в то состояние дисбалансировки. Поэтому мануальная терапия, она периодически нужна каждому человеку. Но ее должен делать профессионал. Вот сейчас мы будем править верхний отдел. Давай, вдох-выдох. Выдыхай еще. Выдыхай. Вот так. Вот сколько зашло. Прям целый грудной отдел зашел. Молодец. Держи руки, держишь. Вниз голову наклоняем. Угу. Давай опять вдох-выдох. Угу. До конца. Еще. Выдыхай. Еще. Вот так. Манипура зашла. Теперь солнечное сплетение. Молодец. На выдохе голова назад пойдет. Держи руки, держи. Угу. Молодец. Глубокий вдох и выдох. И повиснешь на меня. Все, выдыхай. Висни. Все, высни. Выдох. Выдох.
И выдыхаем в почки.